Всем привет, ребята! Сегодня у нас на повестке дня небольшое обновление, которое вышло буквально пару часов назад. Поэтому сегодня я хочу вместе с вами обсудить все самое интересное, что подготовили для нас разработчики. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк под этим видео и давайте начинать. Перед тем, как перейти непосредственно к обновлению, хочу обратить внимание на то, что уже завтра в игре стартует событие «Бродячий театр». Это новый формат события от разработчиков. В целом мне он очень нравится, примерно так же, как и мероприятие с красками. Именно эти два события нас хорошо радуют наградами. И уже завтра мы с вами сможем принять в нем участие. Если в событии появятся какие-то изменения или разработчики добавят новую информацию, я обязательно выпущу для вас отдельный ролик. А на основе сегодняшних обновлений, вероятнее всего, придется снимать его. Если вы еще не видели мое старое видео про бродячий театр, то ссылка на него у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Ну а теперь без лишних слов, давайте начинать и посмотрим, что же разработчики подготовили для нас в этом обновлении. Итак, первое изменение – это оптимизация бонусов обликов. После обновления будут увеличены бонусы характеристики от обликов сфера льда со 2 по 6 уровень, а также от пылающего метеора 2 уровня. Соответственно, будет увеличен и общий лимит бонусов. А подробная информация о бонусах будет обновлена. Но, ребята, если честно, конкретно нас с вами это обновление пока никак не касается. Я не думаю, что у большинства игроков сейчас есть облики глобуса 2 уровня или выше, или в целом глобус. Метеор далеко не у всех есть. Поэтому на этом долго останавливаться не будем. И перейдем ко второму изменению. Второе обновление связано с оптимизацией технологии пламени. Дерево технологий будет дополнено новыми технологиями, связанными с войсками 12 уровня. После изучения соответствующих технологий можно будет уменьшить количество ресурсов, необходимых для лечения и тренировки войск, а также сократить время их лечения. Это позволяет губернаторам более эффективно развивать и восстанавливать войска 12 уровня. Давайте посмотрим, где находятся эти технологии. Как я понимаю, они находятся в технологиях пламени. Да, вот они. У нас появилось лечение пехоты, первая помощь пехоте и тренировка пехоты. Чтобы открыть эти навыки, сначала необходимо изучить спецнавык 1 уровня. К примеру, у пехоты это непробиваемая стена. Лично у меня сейчас открыты только 2 вида войск 12 уровня. И, конечно же, эти технологии являются достаточно важными, поэтому их обязательно необходимо будет изучать. Но, как я говорил уже ранее, я бы рекомендовал прокачивать только 2 навыка. Это лечение войск и их тренировка. А первую помощь я не буду изучать. По такому же принципу я поступал с войсками 11 уровня. Я прокачивал только лечение и тренировку, а первую помощь я не изучал. Поэтому здесь я буду придерживаться той же стратегии. Последний СВС для меня выдался очень жарким. Я потратил огромное количество ресурсов, поскольку играл весь замок. И в очередной раз убедился, что содержание и подготовка войск 12 уровня требуют очень больших затрат в разрезе ресурсов. Поэтому я обязательно займусь улучшением навыков, которые позволяют сокращать расход ресурсов. Так же, как и в случае с войсками 11 уровня, рекомендую изучать данные 2 навыка как минимум 6 уровня. Как сообщили разработчики, навык уменьшения стоимости тренировки в технологиях войск 12 уровня будет суммироваться с аналогичным эффектом в технологиях Кристалла огня. В результате оба бонуса будут применяться к войскам 12 уровня. К сожалению, сейчас я не могу это протестировать, поскольку мне еще нужно добраться до соответствующих технологий. Но как только открою эти навыки и проведу необходимые тесты, обязательно поделюсь результатами в Телеграме. В целом, я считаю это одним из самых важных пунктов данного обновления. Содержание войск 12 уровня обходится очень дорого. И благодаря этим изменениям, надеюсь, нагрузка на ресурсы станет значительно меньше. Однако окончательные выводы можно будет сделать после практических тестов. Теперь давайте посмотрим на следующий пункт. Он связан с игроками, которые находятся в 10 поколении героев и выше. Во-первых, нам добавили новые уровни ресурсных плиток, а именно 9 уровня. Давайте посмотрим, сколько ресурсов можно получить с каждой из них. Мясо мы сможем получать 25 миллионов, дерево также 25 миллионов, угля 5 миллионов и железо 1 миллион 250 тысяч. На самом деле это очень удобное изменение, особенно для игроков, которые используют фермерские аккаунты. Мне, например, приходилось заходить на фермерский аккаунт 3 раза в день, и, честно говоря, довольно часто об этом забывал. А теперь достаточно будет заходить всего 2 раза в день и отправлять войска на сбор ресурсов. Для основного аккаунта это тоже очень удобная функция. Раньше средний сбор ресурсов на плитке 8 уровня у меня занимал чуть больше 6 часов. То есть я просыпался утром, а мои войска уже закончили сбор и какое-то время просто стояли без дела. Теперь же, благодаря плиткам 9 уровня, можно практически обеспечить непрерывный сбор ресурсов 24/7. Так что в целом это действительно очень полезное изменение. Следующее изменение связано с наградами в различных событиях. Давайте посмотрим. Количество персональных ящиков с ресурсами увеличили в мероприятии «Меткий выстрел». Кроме того, будут увеличены награды за главы в событии «Воспоминания о грезах».
Также разработчики увеличили награды за этапы события мероприятия «Снегоуборщики». Правда, здесь пока непонятно, о каких именно наградах идет речь. О ресурсах, основных наградах или о каких-то других призах в рамках события. Но, скорее всего, речь идет именно о ресурсах. В любом случае, завтра у меня как раз будут снегоуборщики, поэтому я смогу более детально посмотреть, что именно изменилось, и рассказать вам об этом в чате телеграм-канала. Также количество персональных ящиков с ресурсами увеличили в рыболовном турнире. Поэтому, если завтра у кого-то будет рыбалка, обязательно поделитесь информацией в Телеграме, если в данном событии появились какие-то глобальные изменения. Кроме того, в событии «Миссия героя» добавили персональные ящики с ресурсами второго уровня. Но здесь ситуация такая же, пока не совсем понятно, что именно имеется в виду в описании обновления. Вероятнее всего, речь снова идет о ресурсах. Так что завтра уже сможем проверить все на практике. У меня будут снегоуборщики, а у кого-то из вас рыбалка, поэтому обязательно делитесь информацией и вместе разберемся, что именно изменилось в этих событиях. По такому же принципу разработчики увеличили количество ресурсов в следующих пакетах. Ультраценная карта на месяц, карта фрагментов кристалла огня на неделю и карта кристалла огня на неделю. Количество ресурсов зависит от возраста вашего государства. Поэтому, скорее всего, разработчики просто увеличили количество ресурсов, которые можно получить при покупке различных донатных пакетов. Следующее изменение связано с событием «Бродячий театр». Разработчики скорректировали шанс выпадения наград за раунд обычного исследования. Изменили количество ледяных талисманов, необходимых для исследования на некоторых этажах, а также обновили списки наград, доступных для выбора на каждом этаже. В государствах, которые соответствуют необходимым требованиям по прогрессу, в наградах за прохождение этажей и ассортимент магазина будут добавлены такие предметы, как обычная печать эксперта, книга знаний и парусник-захватчик. А вот это уже здорово, печати точно не будут лишними. Очень надеюсь, что разработчики не решили повторить историю с лавкой разноцветного льда. Как вы помните, сначала нам показывали прекрасный магазин с отличными наградами, а затем он стал немного хуже. Поэтому завтра посмотрим, что же нас ждет на самом деле. Если в событии «Бродячий театр» будут действительно важные изменения, я обязательно сниму для вас отдельный ролик и подробно все разберу. А именно выберем самые приоритетные опции в магазине. Либо как минимум пост в Телеграме сделаю для вас. И напоследок я оставил для вас еще одну интересную новинку этого обновления – это появление нового эксперта Гаррета. Сегодня мне удалось уже его открыть, поэтому давайте посмотрим, что в нем интересного. Если я не ошибаюсь, как мне говорили ранее, Гаррет становится доступен начиная с 5-го поколения героев. И давайте разберемся, какие возможности он предлагает и насколько полезным может оказаться его функционал. Основной навык Гаррета называется Зов Рейда. Он увеличивает вместимость медпункта и скорость лечения войск. И теперь давайте посмотрим на его 4 вспомогательных навыка. Первый навык называется «Железные дары». Гаррет пользуется большим авторитетом, и за каждые 100 обученных отрядов он получает кованые сундуки, из которых могут выпасть различные награды с определенным процентным шансом, который вы сейчас видите на экране. В целом навык выглядит достаточно неплохо. Вероятнее всего, я буду улучшать его как минимум до 5-го уровня. И на этом остановлюсь. А сундуков я буду открывать по 100 штук. Буду копить и открывать данное количество. Второй навык называется Дикообраз. Он увеличивает защиту войск. Третий навык – Несокрушимая воля. Он увеличивает здоровье войск. И четвертый навык – это Устрашающая репутация. Он уменьшает смертоносность вражеских войск. По информации, которая у меня есть на данный момент, но сразу скажу, я могу ошибаться, для максимальной прокачки Гаррета необходимо 2730 печати эксперта и около 2,5 миллионов подарков. К вечеру я постараюсь подготовить для вас полноценную таблицу с полной информацией по этому эксперту. Если эти цифры действительно верны, то на данный момент Гаррет становится самым дорогим экспертом в игре с точки зрения необходимых ресурсов. И если разработчики вводят эксперта, для полной прокачки которого требуется настолько большое количество ресурсов, то, скорее всего, в ближайшее время нас будут ждать более доступные способы получения печати эксперта. Я сейчас не говорю о донатных пакетах. Понятно, что самые крупные донатеры смогут прокачать Гаррета на максимум в самые короткие сроки. Но для обычных игроков, таких как мы с вами, вполне возможно, что разработчики будут постепенно добавлять больше возможностей получать печати эксперта и прокачивать других экспертов. Как я уже сегодня говорил про мероприятие «Бродячий театр», там, насколько я понимаю, у нас появится возможность покупать печати эксперта. Если магазин окажется действительно выгодным, то мы обязательно этим воспользуемся. В событии «Магазин сладкого льда» мы с вами берем ресурсы для улучшения питомцев. Мы это уже обсуждали. А в «Бродячем театре», вероятнее всего, будем получать и покупать печати эксперта в том числе. Если разработчики действительно начинают активно добавлять такие возможности, то, возможно, в ближайшее время нас ждет и новый питомец, и полярный ужас. В любом случае, Гаррет – это очень дорогой эксперт. Лично я планирую улучшать его первый навык как минимум до 5-го уровня.
чтобы получать максимальное количество кованых сундуков. И на этом остановлю свое улучшение. Если у меня будет достаточно времени, то на этой неделе мы с вами отдельно разберем каждого эксперта. Я вам расскажу свое мнение и свои рекомендации, кого я прокачивал, каких экспертов ставил в приоритет и почему. И самое главное, я буду рассматривать это со стороны игрока, который практически не донатил в экспертов. Максимум я несколько раз покупал пакет «Всадник тундры» за $5. Поэтому можно сказать, что мои эксперты прокачаны примерно по пути обычного игрока без серьезного доната. Но это уже тема для отдельного ролика. Ну а на этом, ребята, все, что я хотел вам рассказать сегодня. Обновление получилось небольшим, но достаточно интересным. Нам добавили очень дорогого нового эксперта Гаррета, новые ресурсные плитки 9 уровня, а также новые возможности для снижения затрат ресурсов на возвышенные войска. И, конечно же, отдельно стоит отметить ресурсные плитки, которые позволяют отправлять войска на сбор практически без простоев. А что вы думаете об этом обновлении? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. И, конечно же, буду благодарен, если вы поддержите ролик лайком. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.